От пациентки. МРТ сделали с целью найти причину почечной колики справа. Камень в больнице не обнаружили, поэтому направили обследовать гинекологию. Установлен стент в мочеточнике. В 2018 году были удалены обе маточные трубы и правый яичник. Левый яичник частично удален. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 38 лет. Дата исследования 19 сентября 2024 года. Область исследования – органы малого таза. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрична, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка проректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. Мочевой пузырь, положение и форма обычные, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные на всем протяжении. Стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры, визуальной интенсивностью сигнала, соответствующей жидкости. Паравизикальная клетчатка дифференцирована. Матка, положение EFV, форма обычная, размером 46 на 42 на 55 мм. Контуры четкие, ровные. Миометрий диффузно неоднородный. Толщина переходного миометрия до 9 мм. Полость матки хорошо визуализируется, не расширена до 5 мм, седловидной формы. Шейка матки не увеличена, цервикальный канал сомкнут. Визуализируются немногочисленные наботовые кисты до 6 мм диаметром. Правый яичник удален, в его проекции патологические образования не выявлены. Левый яичник размером 37 на 24 на 39 мм. Фолликулы до 7 мм. Доминантный фолликул 24 мм. Содержит кисту 15 на 13 на 14 мм с содержанием крови. Лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в малом тазу, за маткой минимальное количество. При выполнении DWI участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. Заключение. МР-картина эндометриоза матки, эндометриоидной кисты левого яичника. Рекомендована консультация гинеколога. 23 сентября 2024 года МН, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Для поиска причин почечной колики МРТ малого таза не подходит. На МРТ мелкие конкременты не видны. Для этого лучше всего выполнить КТ-урографию с контрастным усилением. С мочевым пузырем по данным МРТ нормально все, нижние отделы мочеточников не расширены. В целом, в малом тазу есть признаки эндометриоза, в левом яичнике небольшая эндометриоидная киста. Тут нужна консультация гинеколога. Вопрос пациентки. В заключение у вас справа ничего не обнаружено, а по УЗИ пишут гидросальпинг справа. УЗИстка сказала, что при удалении маточной трубы кусочек остался. Ответ КМН. Котова М.А. Там есть незначительное количество жидкости за маткой. Но достоверно сказать, что это именно труба, и, соответственно, гидросальпингс невозможно. Кроме того, трубу, как правило, удаляют полностью, и ничего там не остается.